Основа основ любого спортивного автомобиля – это его тормозная система. И именно о тюнинге тормозов сегодня пойдет речь. Это я, Стас, канал Life for Drive, и мы начинаем. Ну а рассказ, конечно же, пойдет сегодня о тюнинге тормозов моего Subaru Legacy Spec B 2008 года. С завода здесь стояли 316-е тормозные диски спереди вентилируемые, двухпоршневые суппорта, плавающая скоба. И кто бы что ни говорил, это очень достойные тормоза, которые пришли на смену старым субаровским четырехпоршневым суппортам. В принципе, этих тормозов с завода было достаточно для активной езды как по городу, так и по трассе. И также на небольших техничных треках. Достаточно было заменить только колодки. Я поставил колодки японской фирмы Project Mu B-Spec. И этого мне хватало вполне. Но открывается новый скоростной трек. Тебе хочется тормозить позже, тормозить агрессивнее. И поэтому было принято решение прокачать полностью всю тормозную систему. Ребята, здесь начались мои муки. Я начал искать, какие тормоза поставить, какой бренд, что лучше, что оптимальнее по цене. Я рассматривал, как и бренд Brembo, Brembo Gold, Brembo Black, также японский Endless, AP Racing, StopTech. Столько брендов. Цены очень большие, очень дорогие. Как их привезти, как их поставить, законно ли это, незаконно, ведь с тюнингом у нас в стране тяжеловато. И я начал замечать, что на треке ребята используют очень интересный и малоизвестный мне на тот момент бренд итальянский, фирма Tarox. Я начал разузнавал у ребят откуда, что за тормоза. И вышел на парня, дилера, Рой, начал с ним общаться. И как я узнал, что он как раз находился в процессе войны с нашими бюрократами по поводу разрешения установки этих тормозов в стране. То, чего многие тюнинг-тормоза не добились у нас в стране. И это действительно было круто. Я начал разузнавать, Рой, какой кит поставить на мою машину. Мы договорились о самом начальном ките. Это так называемые шестипоршневые тормоза Tarox с тормозными дисками F2000 односоставными. В принципе, это аналог Brembo Gold. 326 мм тормозные диски. Колодки уровня Corsa. Значит, у Tarox есть 4 уровня колодок, начальные и самые крутые, да, которые используются только на треке, только в гонках. Мы пошли на 3-й уровень от самого крутого. Мы договорились с Рои, все было договорено. И в один прекрасный день я выехал в Иерусалим на установку новых тормозов. Back. Stick.
Покупка прошла в очень веселой атмосфере. Руи действительно человек широкой души, широкого сердца. Мне очень понравилось с ним общаться, мы действительно подружились. И теперь начался процесс обкатки тормозов. Да-да, обкатки тормозов. Фирма Tarux требует 500 километров прикатки колодок к тормозным дискам. И именно этим я занялся в последующие несколько недель. То есть, что требует обкатка? Желательно просто не тормозить в пол и не ехать сразу на трек, а просто ездить спокойно первые 500 километров. Но уже даже во время обкатки я почувствовал первичный укус, который был намного острее заводских тормозов. Я понял, что да, что-то здесь изменилось. По окончанию обкатки я уже начал использовать тормоза на всю силу. И здесь я действительно начал замечать разницу между заводскими тормозами и тормозами лигой выше. Что я хочу сказать? Нет, они не останавливают машину в 2 раза быстрее. Чувство педали тормоза, более быстрое замедление, более острый первичный укус. Все это присутствовало в новых тормозах. Но, конечно же, до конца я еще не был в них уверен. Хотелось посмотреть, насколько они стойкие к высоким температурам. Хотелось проверить их на треке. И, конечно же, мы поехали на новый трек Motor City. И там, ребята, я хочу сказать, что я использовал их далеко не на 100%, потому что был очень большой запас. Я мог позволить себе тормозить очень поздно и очень эффективно. И именно на торможениях я мог догонять другие машины, которые были со мной в группе, сокращать время круга. То, чего я не мог позволить делать на заводских тормозах, так как они работали на этом треке, скажем так, на своем пределе. Если до этих трек-покатушек у меня были сомнения по поводу этого бренда, то после у меня не было никаких сомнений. Тормоза просто отличные. Я был уверен в них на все 100%. Запас по тормозам у меня оставался еще вот так вот. Уверенность в торможении, чувство большого запаса, чувство того, что тормоза не сдуваются после многих кругов. Именно в этом весь прикол тюнинга тормозной системы. Когда ты можешь тормозить много раз подряд с большой скорости, и при этом тормоза будут каждый раз оттормаживаться точно так, как тебе хочется. То, чего не совсем могли обеспечить заводские тормоза. Так что, ребята, подытожим. Я очень доволен данным брендом, очень доволен этими тормозами. Так что, ребята, идите, ставьте крутые тормозилки, используйте бренд Tarux. Действительно очень интересная фирма. Продолжайте следить за моим каналом. Будет еще очень много интересного в этом проекте. Вы даже не подозреваете, что здесь будет происходить. Оставайтесь со мной. Я вам желаю удачи на дорогах и всего доброго. Всем счастливо. Пока.